Здравствуйте! На канале CivilNet программа «Линия соприкосновения. Актуальная тема», которая периодически выходит на каналах CivilNet и Press Club TV. На сей раз с участием экспертов из Азербайджана и Армении Лалы Джумаевой и Самвелом Меликсатяном мы обсудим тему Азербайджан-Армения – диалог через исследование. Иначе говоря, мы попытаемся понять, как знания, накопленные экспертными сообществами, помогают не только понимать корни конфликта, но и наводить определенные мосты сотрудничества и кооперации между двумя сообществами. Программа подготовлена при взаимодействии с Ереванским и Бакинским пресс-клубами. Приветствую вас, спасибо, что подключились. Добрый день. Приветствую. Хорошо, вы понаслышке знаете, что такое вообще исследование, что такое наука и как на протяжении истории конфликта армяно-азербайджанской, Нагорно-Карабахского, наука часто использовалась как средство размежевания. Часто одна сторона доказывала свою правду через науку, другая сторона отрицала версию противоположной стороны и доказывала свою правоту и так далее. Но все же мы сегодня попытаемся понять, как научным деятелям, вообще научным сообществам, экспертным сообществам, удастся ли им как-то через научные исследования какие-то мосты навести, мосты кооперации, мосты сотрудничества и каким-то образом сформировать, может быть, общую научную адженду, общую научную повестку касательно конфликта, э, чтобы не как всегда мы проводили линию доказывания своей правды и отрицания другой. Итак, Лейла, вам вопрос. Каковы основные тренды академических исследований, касающиеся урегулирования армяно-азербайджанского конфликта? Какие направления, на ваш взгляд, наиболее востребованы и актуальны в контексте нашего конфликта? Спасибо большое, господин Гдесян. Ну, мы знаем, что за последние лет 30-35 Карабахский конфликт, он глубоко, я бы сказала, изучался, был исследован учеными не только из Армении, а из Азербайджана, а также учеными мирового уровня. Очень много известных ученых, которые приезжали как в Армению, так и в Азербайджан, которые считаются ну, беспристрастными, unbiased, как мы называем, да, и хорошо воспринимаются, ну, в обществах, скажем так. У нас, значит, конечно же, в зависимости от того, как истекает ход конфликта, да, как-то активная фаза, там, мирное урегулирование или там какие-то переговоры идут, это все влияет на актуальность тем, именно какой аспект конфликта изучается. То есть это все меняется в течение десятилетий или, может быть, даже также за короткие сроки. Мне просто единственное, что хотелось бы сделать такую вот ну, нот, да, вот этот коротко упомянуть, что есть разница между вот ученым исследованием и экспертным исследованием какой-то проблемы. Когда ученые что-то исследуют для того, чтобы исследовать, чтобы эти исследования, они отвечали стандартам, а эти стандарты сейчас диктуются западными университетами, западной академией, учеными, и чтобы потом его послать на какую-то там, значит, в какой-то Конференцию для выступления или там статью, да, да, какую-то, да, чтобы там для публикации, да. да, научный журнал, чтобы его послать куда-то, очень на это уходит время. То есть мы можем сделать исследование, на которое может уйти год или два, потом послать его на какой-то, значит, научный журнал, на его revision, на его final publication пойдет, может быть, от 1 до 2 лет. То есть пока мы что-то исследуем, и оно публикуется в академии, в научных сферах, уже это какая-то вот, какой-то аспект конфликта, он может просто перестать быть актуальным. А вот когда эксперты или аналитики что-то анализируют, они делают какое-то менее научное исследование, но оно бывает более такой short-term, бывает по актуальным темам, и можно его за неделю, за, скажем так, 2 недели, за месяц хорошо сделать, исследовать и опубликовать. То есть это немножко разные такие вот степени работ,
Вот единственное, что я бы хотела это сделать, что есть различия между этими. Но тренд вот на данный момент, после Второй Карабахской войны, то, что две страны, две стороны, они пытаются разрешить каким-то образом достичь конечного результата вот всех этих вопросов и подписать мирный договор, естественно, сейчас он немножко, тренд идет, как стороны могут достичь заключительного договора, чтобы там был долгосрочный мир, потому что это очень-очень важно. До этого всегда, вот вы правильно отметили, что две стороны, они были как-то, у них были свое видение, свои перспективы. В принципе, в этом ничего плохого и такого нету, но это более как-то разделяло вот две эти группировки и экспертов, и ученых. И я думаю, что на самом деле, ввиду того, что сейчас происходит, что стороны, они намного ближе, да, вот к заключению договора, ну, к переговорам, уже контакт как-то налаживается. Чтобы это поддержать в составе вот миротворческой деятельности, сотрудничества экспертов с двух сторон, сотрудничество ученых с Арменией, с Азербайджаном очень важно. И на самом деле есть возможность, чтобы вот эта группа людей, чтобы они вместе сотрудничали, вместе работали над каким-то топиком, над какой-то темой, и вместе, чтобы они опубликовались. И самое главное, какой нюанс здесь ученые или эксперты должны соблюдать, они должны более сфокусироваться на вот этих similarities, да, которые существуют между сторонами. Можно взять любой, абсолютно любой аспект и стараться как-то совместно обратиться к изучению какого-то аспекта этого конфликта, какой-то проблемы, вместе предлагать какие-то вот пути разрешения. То есть все зависит от того, какое направление будет взято именно вот в группах экспертов и ученых. А то ссориться всегда можно, и можно всегда найти какую-то тему, да? А нужно ли нам это? То есть что мы хотим, чего мы хотим добиться в конце? Вот наши цели должны определить наши, скажем, наши отношения и наши инструменты, как мы это видим и как мы этого хотим сделать. Хорошо понятно, все-таки историография и наука в этом плане служила элементом или инструментом национального строительства или государственного строительства. Частью этого всего было на протяжении последних 30 лет. И порой это все шло в противопоставлении, и это противопоставление иногда помогало и элитам, и обществу, и так далее сконсолидироваться. И история в этом плане и наука работала не для науки, не для того, чтобы не плакать, не смеяться, а понимать, а для того, чтобы исполнять какой-то государственный проект в данном случае. Самвел, вам слово. Лейла говорила про науку. Конечно, это вещь емкая, вещь довольно, которая требует очень длительных исследований и так далее. Но часто, как она правильно отметила, экспертные и дискуссии, и экспертные анализы, они вот направлены на ongoing темы, то есть темы, которые вот имеют повседневный характер, они всегда актуальны, они требуют каких-то комментариев. В этом плане, как вы оцениваете влияние экспертных контактов, включая вот такие проекты в рамках Ереванского и Бакинского пресс-клубов на смягчение восприятия конфликтов в Армении, и в Азербайджане в том числе? Да. Прежде всего, хотелось бы, конечно, прокомментировать первую часть, то есть участие историков и в целом ученых в Карабахском конфликте. Эта традиция, она не только национальная, это еще в советские годы история была наукой, которая должна была обсуждать политические темы, политическую повестку, и вот все эти важные, на самом деле в кавычках важные, да, темы, являются ли урарты предками армян, албаны, значит, азербайджанцев, Колхида грузинским государством. Все это продукт советской историографии, особенно 40-х годов. И уже в 70-е годы, как минимум, между армянскими и азербайджанскими историками, например, этот конфликт протекал. И мне недавно один из историков рассказывал, армянских историю, как
из Ереванской академии звонили тогда уже в 70-е годы Зие Бунятову, в течение 2 часов спорили с ним о его книге. И, то есть это был такой регулярный процесс. То есть это не началось в 90-е годы. В 90-е годы просто, так скажем так, историки и национальные активисты получили гораздо больше ресурсов в виде своего государства создавать вот такие, использовать исторические сюжеты для подогревания или легитимации разных сторон конфликта. Безусловно, здесь есть также разные стороны. Вот если мы говорим об ученых, и с одной стороны, это историки, такая любимая тема, в том числе многих зарубежных исследователей, как формировалась политика памяти, как это влияло на формирование национализма в постсоветских республиках. Если мы говорим о других ученых, то, например, в армяно-азербайджанских сотрудничестве в будущем важную роль могут играть эксперты и ученые по, например, водным ресурсам, да, потому что, например, Армения и западные регионы Азербайджана сталкиваются с типовыми задачами и проблемами в этом вопросе. То же самое касается защиты, значит, лесов, то же самое касается разных природно-климатических вопросов, то есть то, что можно широко назвать экологической повесткой. В этом смысле, конечно, есть разные области потенциального сотрудничества. Что касается экспертного сотрудничества и экспертных контактов, они, безусловно, играют важную роль, потому что здесь и практически важную роль, потому что на уровне экспертных диалогов можно обсудить конкретные вопросы, которые сейчас стоят на повестке армяно-азербайджанских отношений. Это тоже вопрос, например, делимитации, демаркации, вопрос коммуникации и вопрос будущих отношений, какие формы может иметь в тех же вопросах, например, проблемных, да, исторических каких-то травм, каких-то событий и прочее. Почему это, мне кажется, этот вопрос нужно рассматривать в долгом каком-то временном срезе, потому что профит, какой-то результат, да, от этих контактов, он получается не сразу. То есть нужно время, чтобы эти экспертные встречи, обсуждения, расширение этой коммуникации, они начинали иметь какой-то общественный эффект, влияли на настроение вначале в экспертном сообществе, а затем уже через те идеи, которые транслируют эксперты, они распространялись в обществах. Да? И вот по армяно-азербайджанскому треку, безусловно, особенность последней стадии, то есть стадии, которая началась после 2020 и особенно 2023 года, в том, что и с азербайджанской стороны есть определенные политическое дозволение, да, вот этих контактов и то, что было в предыдущие годы, предыдущие десятилетия контакты между правозащитниками, экспертами, журналистами из Армении и Азербайджана, которые, по сути, ничего не дали, то есть потому что политический трек, он был и политический, то есть логика конфликта, они все-таки и решения принимались на другом уровне. Сейчас, поскольку есть представление, как минимум, что можно считать конфликт в той форме, в котором он существовал, завершенным, значит, можно уже как-то посвободнее обсуждать разные вопросы, и это видно и в том числе и со стороны азербайджанских участников. И я могу сказать по армянской части, что некоторые идеи, некоторые, значит, решения, какие-то обсуждения, которые происходят в армяно-азербайджанском вот таком диалоге экспертном, они потом через армянских экспертов, которые приезжают после этих диалогов и начинают обсуждать уже внутри Армении с армянскими экспертами эти же вопросы, они, конечно, получают определенное распространение. И нужно понимать, что конфликт сформировал и среди экспертов представление о другой стороне очень ограничено, да, потому что каждая сторона жила в своем пузыре. Более того, эксперты также были участниками информационной войны, часто являлись главными, одним из главных воинов, скажем так, этой войны. И когда эти роли начали меняться, и идентичность экспертов тоже меняется в результате этих процессов. Да, когда они общаются, когда они начинают видеть проблему
иначе, и, соответственно, то есть уровень экспертного анализа меняется, и содержание этого экспертного анализа начинает меняться. Но здесь очень важно, безусловно, параллельное развитие с политическим процессом, потому что если у тебя продолжается конфликт, если у тебя продолжаются эскалационные формы этого конфликта, да, очень трудно быть экспертом, который, например, отстаивает и защищает идею экспертного диалога и в целом диалога с Азербайджаном. Да, это тоже нужно понимать, что эксперты все еще не существуют вот в своем этом отдельном мире, и политические процессы очень сильно на это влияют. Политические процессы влияют по-разному. Один характер внутри Азербайджана. Мы видим, что в Армении это процессы сейчас предвыборные и гораздо более бурные. Это также влияет на обсуждения экспертные по Азербайджану. То есть экспертные обсуждения, они не только экспертные обсуждения, но всегда связаны с актуальным политическим каким-то актуальными процессами внутри обществ также и между двумя государствами. И это измерение также важно, да. Но то, что по конкретным проблемам, например, по тем же коммуникациям, лично я могу по своему опыту сказать, общение с азербайджанскими коллегами оказывается очень полезным, и у них возникают очень интересные идеи, и часто возникает представление о том, как в Азербайджане развивались эти представления в целом, как страна инвестировала в коммуникации и прочее, и что происходит в Армении. То есть даже если вне связи с конфликтом, то есть решение и, значит, представление о том, как в другой стране решались проблемы, которые похожи на проблемы в Армении, это полезно в том числе и для анализа, да, разного. То есть вот есть разные измерения всего этого процесса. Мне кажется, очень важно, и я, например, недавно присутствовал на армяно-грузинском форуме и понял, насколько уже богатым, насколько предметно-содержательным является армяно-азербайджанский диалог, да, и насколько на уровне желаний и тостов остались армяно-грузинские встречи, вот то, что было, в принципе, очень долго и с армяно-азербайджанским процессом. То есть там вспоминают Миминов, вспоминают историю, культуру и прочее, прочее. Но сейчас с азербайджанскими экспертами идут гораздо более предметные, например, дискуссии. Это тоже интересная особенность вот этих отношений. Вроде с Азербайджаном более конфликтные отношения, да, но экспертные дискуссии, они более богатые и содержательные. Мимино – это часть традиции, это часть, так скажем, разработанной годами традиции сосуществования этих двух народов. Мимино это является определенным результатом вот этого диалога между двумя обществами. Лейла, скажите, пожалуйста, в каких случаях, вот Самвел правильно подметил, что до недавних пор большая часть армянских и большая часть азербайджанских экспертов и научных деятелей, они, можно сказать, жили в своем информационном пузыре, они оттуда получали информацию, оттуда черпали вдохновение и так далее, и они все были направлены друг против друга. И в моей карьере были случаи, когда вот академик говорил о том, что я скоро напишу статью, которая будет разбивать вдребезги все азербайджанские нарративы. То есть человек, который должен заниматься наукой, в принципе, да, но все-таки это был часть государственного проекта, и ученые, в том числе те, которые хотели, обслуживали вот эту повестку. В каких случаях, мы достигли ли мы сейчас того, чтобы открывать эти пузыри для сотрудничества, для кооперации? И в каких случаях вообще возможно, чтобы академические исследования действительно влияли на содержание официального диалога или общественных инициатив? Спасибо за вопрос. Но я думаю, что вот немножко академическое исследования, они как-то протекают сами по себе очень медленно. И если я сейчас вам заявлю, что это на самом деле какие-то академические исследования, их результаты повлияют как-то очень конструктивно или деконструктивно на вот, влияние вот этих переговоров или повлияют на то, какой настрой в обществе, да,
in the short run, это будет неправильно, если честно. Опять-таки, это какой-то вот медленный, такой длительный процесс. Поэтому вот этих short-term результатов не будет никогда. То есть наука не так работает. И еще я что бы хотела это добавить, все-таки, вы знаете, многие люди могут называть себя учеными. К сожалению, если сейчас я буду рассказывать о том, вообще, как воспринимается наука у нас на Кавказе, какие здесь навыки, какие здесь стандарты, какие там вообще, насколько вот наши ученые, они известны вот на мировом уровне, это будет какой-то очень долгий, долгая дискуссия и, наверное, тема для другой программы. Настоящий ученый, опять-таки, может, это и неправильно, вот мы это также называем, у нас с Самвелем, значит, в общей группе недавно был вот такой, значит, я упомянула о knowledge production, да, это то, как, значит, наши ученые вообще с региона, как они производят, скажем так, знания. Это очень такой спорный вопрос, потому что если мы говорим о науке, о том, как оно производится и где оно печатается, какие стандарты оно в себе заключает, на самом деле, это очень такой щепетильный вопрос, потому что опять-таки, если ученый хочет стать ученым, который представляет регион, который является беспристрастным, да, unbiased мы называем, или вот neutral называем, на самом деле хочет исследовать такие актуальные вопросы, у него такое отношение и теоретическое, связывает это с практикой, да, таких ученых очень мало, вот реально очень мало, и в Азербайджане таких мало, и в Армении таких мало, к сожалению, потому что та сфера вот, ну, образования не на таком уровне, на каком мы бы хотели его видеть, чтобы оно, мы так, да, называем, meeting the standards of the Western academia, но нету такого. А если было бы такое, очень, вообще ученые, они очень отличаются от экспертов, потому что любой уважающий себя ученый, если что-то исследует, да, или если он аргументирует, он может все что угодно аргументировать. Может, это будет конструктивным, может быть, каким-то деконструктивным, абсолютно. Но если этот ученый доказывает свои аргументы, поддерживает их с достоверных, верных, таких надежных источников, то с этим абсолютно проблем нету. Может быть, там какие-то были аспекты, где, например, что-то будет как-то новизной в Азербайджане, который мы до сих пор не знали об Армении, отказывались принимать, да? Такое тоже может быть в Армении. Это что-то такое новое, они, ну, не хотели там, скажем так, принять это как реальность или вообще отказывались в это верить. То есть ученые, когда что-то делают, исследуют, цель, чтобы не аргументировать, что попало, не пытаться доказывать, что попало, а на самом деле сделать его по всем правилам, вот свои исследования, и пытаться все свои аргументы поддерживать фактами, но не с простых, опять-таки, источников, да, а с таких достоверных, надежных источников. Это очень важно. Насчет экспертов я с Самвелем очень согласна. И что я бы хотела сказать, что за последние вот 30 лет, конечно же, было очень много экспертных митингов. Они, ну, где-то они были, вот эти собрания, они, эксперты, они не могли сотрудничать на том уровне, на котором им хотелось бы. И вот это было совершенно нормальным процессом, потому что для того, чтобы процесс диалога, он шел нормальным, чтобы эксперты, не боясь никого и ничего, нормально обсуждали какие-то проблемы, выражали свое мнение о чем-то, нормально дискуссировали что-то, а обязательно нужно им обязательно, чтобы они почувствовали поддержку правительства, да? То есть процесс диалога будет настолько успешным, насколько правительство и в Армении, и в Азербайджане поддерживают этот процесс диалога. А что такое диалог? Диалог – это коммуникация. Это могут быть
там экспертная группа политологов, может быть экспертная группа каких-то врачей, каких-то ученых, каких-то учителей, неважно какая группа. Как у них происходит коммуникация, на каком уровне они общаются, насколько они доверяют друг другу. Это все-таки еще trust-building, да, процесс. Насколько они могут спокойно сидеть за одним столом, имея в виду, что есть очень много нюансов, которые могут вызвать противоречия, но нормально дискуссировать. Вот как образованные люди, да. Не обязательно, чтобы все друг с другом соглашались, когда идет какая-то дискуссия. Но очень важно, чтобы они понимали друг друга и чтобы они спокойно обсуждали вот какие-то эти нюансы. Самвел, скажите, пожалуйста, насколько востребованы сейчас для армянской элиты экспертные анализы вот касательно армяно-азербайджанского конфликта, Нагорно-Карабахского конфликта, насколько они востребованы и насколько они в этом нуждаются, и видите ли вы влияние вот экспертного анализа на выстраивание официальной повестки в Армении? Знаете, здесь эти вопросы, опять же, нужно возвращаться к тому, на каком уровне у нас была в целом наука историческая и также экспертная среда за последние десятилетия. То есть в Я про целом... нынешнюю ситуацию говорю. Да, потому что я просто к старой этой теме вернусь и потом нынешнюю тоже затрону. Во-первых, историография, если мы говорим об ученых историках, она сильно деградировала и, как я уже сказал, обслуживала национальные повестки государства, как это часто представлялось историкам, причем часто не с санкций государства, а вот сами историки считают, что они последние закамуфлированные войны вот этой войны, да, правды исторической и прочее. И вот они до конца сидят в своих окопах со шлемами и являются последними бастионами национальной безопасности. И, к сожалению, вот это до сих пор остается. И та же проблема была среди экспертов, потому что эксперты тоже часто свой анализ, да, они делали не на основе каких-то объективных факторов, а либо visual thinking, то есть то, что они хотели думать и слышать, либо на основе таких сомнительных, подозрительных источников. Да? И, например, то, что касалось конфликта, экспертный анализ о вероятности войны мы можем вспомнить до 2020 года, или о том, что значит, у нас, ну, наверное, конечно, в данном формате не совсем верно это говорить, но, например, у нас были эксперты, которые говорили, что вот Азербайджан развалится, там, значит, есть внутренние противоречия и прочее, прочее. И эти эксперты в том числе имели доступ к власти, например, да, и представители власти тоже верили этим экспертам, и считали, что их анализ он адекватный. И когда это все не оправдалось, у нас возник кризис, как мне кажется, вот этих отношений между властью и экспертами, и в целом в экспертном сообществе Армении. И теперь, значит, постепенно формируется вот эта новая среда, новые эксперты появляются. И в целом, поскольку в Армении это пространство никак не регулируется, то оно очень богатое, да, то есть то, что мы сейчас можем спорить о том, кого можно считать экспертом, кого нельзя считать экспертом. Вот в Армении границы очень размыты, и, соответственно, пространство очень большое, и анализ очень большой. И не часто не самый адекватный и самый релевантный анализ, во-первых, становится общественно популярным, да, то есть у общественно популярных идей и анализа, как правило, самая низкая степень верификации соответствия реальности, и с другой стороны, значит, очень часто более такой серьезный анализ, он мало интересен. Мне кажется, был период, когда у власти и экспертного сообщества действительно был этот кризис, поскольку власть уже не доверяла экспертному сообществу и считала, что все, что они говорят, это какая-то, значит, подозрительная информация, потому что был вот этот опыт 2020 года и последующих развитий, когда, по сути, весь анализ и вот все, что было произведено, он не оправдался, да, и несколько раз было несколько волн серьезного кризиса. Сейчас, безусловно, и в Армении формируется, как мне кажется, во-первых, появляются разные think-танки, да, в которых аккумулируются, собираются эксперты с разной направленностью исследований, интересов. Часть из них имеет прямые связи или контакты с властью, или являются государственными
часть из них являются независимыми, но, значит, вот эта тенденция последних лет – это появление think-танков и производство вот этого экспертного знания на новом уровне. И здесь, безусловно, есть это отношение с властью, есть, безусловно, проблема внутренних, значит, процессов, опять же, политических в Армении, как они влияют на вот это формирование отношений эксперт-государства, потому что часто экспертный анализ, значит, воспринимается как более адекватный или, значит, приемлемый тот, который в большей степени соответствует, скажем так, политическим представлениям и риторике власти. И здесь, безусловно, проблема. С другой стороны, часто эксперты также, мне кажется, это уже мое мнение, что есть такое спекулятивное явление, когда просто не соглашаться с какими-то тенденциями или решениями политическими власти, потому что они исходят от власти, да, и вот поскольку у нас есть Но эта это оппозиционная поляризация. деятельность уже, это не экспертиза. Да, ну вот эта проблема именно, где у нас проходит граница. Поскольку это поле еще не устоялось, мне кажется, у нас вот идет долгий процесс формирования стандартов, формирования такого позиционирования себя по отношению к разным политическим процессам, и этот процесс только начинается. Но, безусловно, мне кажется, у нас действительно новая историческая веха, новый период, когда, значит, очень активно происходят в Армении эти процессы экспертообразования, так скажем, и развития всего этого. И, конечно, здесь есть как серьезные вызовы, связанные с тем, значит, что, опять же, с адекватностью анализа и влиянием этих решений на политические, влиянием этих представлений, анализа на политические решения, и, с другой стороны, влиянием на общественные процессы, да, потому что и как они сочетаются друг с другом. Спасибо за изложение теории и практики экспертообразования в Армении. Ну, здесь есть другая шутка в этом плане, в котором есть огромная доля в которой есть огромная доля правды. Это когда спрашивают, ты понимаешь, что происходит? Он говорит, я сейчас объясню. Нет, объясните я могу. Ты понимаешь, что происходит. Важно, чтобы эксперты не только объясняли, но и понимали суть событий. Лала, скажите, пожалуйста, какие, на ваш взгляд, исследовательские темы, есть ли такие исследовательские темы, которые остро недооценены вот в процессе армяно-азербайджанского мирного процесса, конфликта, и какие, которые могли бы служить, неправильно, наверное, сказать служить, но могли бы играть определенную роль в процессе долгосрочного миротворчества? Я думаю, да, есть такие подтемы, потому что до сих пор, так как был конфликт, стороны, они старались как-то прийти к общему заключению, все время вот очень много именно вот исследовалось, какие факторы влияют на неразрешенность вот этого конфликта. Вот очень много, значит, ученые, они исследовали, что именно влияет на то, что стороны никак не могут прийти к миру. А я думаю, что вот тенденция как раз-таки, опять-таки, из-за того, что это наука, для того, чтобы мы увидели результат того, что происходило вот за последний год или два, нужно подождать год или два, да, от сегодняшнего дня. Я думаю, что на самом деле нужно, чтобы ученые, они смотрели именно на те аспекты конфликта или там на те аспекты региона, может быть, народов, может быть, государственности, которые может привести к миру, к долгосрочному миру, да, потому что на Кавказе на самом деле вот армяне, азербайджане, есть очень много нюансов, где они похожи друг на друга. Вот зачем не сфокусироваться вот на таких, на такой общности, да, а вот именно смотреть или там исследовать, ну почему они не могут разрешить этот конфликт, какие там эти спойлеры, да,
То есть всегда можно, и очень много написано на эту тему, на самом деле. Я думаю, что пришло время, когда ученые, просто единственный вариант, наверное, ученые не прям очень хотят этим заниматься, это то, что ученые, они не любят прогнозировать, не любят говорить условно о чем-то. И ученые, они в основном исследуют какие-то вот феномены или кейсы, которые уже произошли, да. Это может быть вот таким, я бы сказала, вот преградой и причина одного из того, почему это не популярно в науке. Но я как раз-таки думаю, вот здесь нужно, чтобы эксперты поддержали ученых и вот сделали то, чего они не могут сделать, или же они могут сделать, но вот результаты мы не сможем увидеть за короткий период, потому что эксперты на самом деле, они то, что они могут сделать и то, как они могут повлиять на настроение внутри стран, на то, как что-то воспринимается другой стороной, это более реально, чем ученые, потому что все-таки вот наука здесь проигрывает экспертам, если честно. И все-таки вот не все же люди, ну вот обычные люди, образованные, необразованные, с каких-то сел, с каких-то вот городов, да, они не все заинтересованы читать какие-то научные статьи. Да? Мы должны как-то это принять с болью, но это на самом деле так и является. И для того, чтобы очень быстро и точно вот достичь этих масс, мнение экспертов как раз-таки тут намного важнее. Потому что эксперты, они намного доступнее, их слушают, они имеют вот такой вот очень smooth communication с народом, да. Поэтому здесь я думаю, что эксперты и ученые, они обязательно должны сотрудничать. И ученые, они также должны принять во внимание, что все, что они делали до сих пор и отнюдь будут делать, на самом деле должны иметь какие-то вот конструктивные исходы. Не нужно стараться как-то более так углублять какие-то противоречия, какие-то проблемы. Да? Это очень важно на самом деле. Ну и надеюсь, что в будущем вот и опять-таки экспертная группа и группа ученых, они смогут сотрудничать и вместе как-то производить, если это правильное Произвести, слово, да. продюсинг, да, что-то, что может быть воспринято как достоверное, как вот reliable и valid, да, мы называем это reliable и valid product в обоих обществах и в обоих группах. Да, Лала на самом деле плавно подтолкнула меня к следующему вопросу, который я хотел задать в данном случае Самвелу. Есть ли шанс, Самвел, для формирования в будущем совместной армяно-азербайджанской академической и экспертной платформы или сети, не важен формат в этом плане, которая бы систематически занималась анализом конфликтного наследия и путей мирного сосуществования? Да, безусловно. На самом деле, вот как человек, который потратил очень много времени в своей жизни на армянские источники XIX века, газеты, разные там эпиграфические надписи, в армянских источниках огромное количество информации, например, про азербайджанцев, да, и то есть про соседей. Собственно, надо понимать, что наши же народы, они же не жили рядом друг с другом, да, как часто принято говорить. Вот последние столетия наши народы жили буквально друг в друге, то есть это была смешанные зоны, города с армянскими и азербайджанскими кварталами. Во всех городах Южного Кавказа крупных, вот где жили армяне и азербайджанцы, были эти смешанные зоны. Баку, Шемаха, Шеки, Кианджа, Шуши, Нахичевань, Ереван и прочее. То есть везде были вот эти, одна часть армянская, одна часть, значит, мусульманская, азербайджанская. И истории наших народов, они в этом смысле переплетены, и очень много сюжетов, когда источники одной стороны, например, армянские, я уверен, также и азербайджанские, они сообщают очень полезную информацию друг о друге. И здесь нужно сказать также о главном минусе, например, известных исследований
зарубежных, да, начиная там Том де Вал, там Бабировский, Одри Альштадт и прочее, которые затрагивают отдельные стороны, например, армяно-азербайджанских, в том числе отношений, опираясь на источники либо русскоязычные, которые носят, как правило, официальный характер и бюрократический характер, или это сведения путешественников, то есть где точка зрения людей, не вовлеченных, не понимающих часто вот эту локальную культуру. И с другой стороны, когда одну и ту же информацию сравниваешь по армянским источникам и по русским, очень часто детали очень важны, которые нет, значит, в русскоязычных источниках, они есть в армянских. Причем они кардинально меняют вот эту интерпретацию события. Уверен, что то же самое есть и в случае с азербайджанскими. И вот наши процессы, вот наследие этого конфликта также в том, что мы не интересуемся источниками друг друга, мы не интересуемся, значит, теми сообщениями, тем массивом информации, которые у нас есть друг о друге. И здесь вот достичь этого можно только в результате сотрудничества ученых, потому что именно армянские ученые знают, то есть историки, например, вот перечень этих материалов и могут подсказать своим азербайджанским коллегам, например, азербайджанские знают свои. И, безусловно, сотрудничество, оно позволит нам очень серьезно расширить наше представление, потому что я всегда ловил себя на мысли, а почему я не знал этого раньше, да, когда я что-то читаю, почему не знал этого раньше, потому что этим нужно заниматься, для этого нужно большое количество людей, которые начнут смотреть на историю вот с этих аспектов, да, как, например, были отношения армян и азербайджанцев в городах, где они жили смешанно. Например, Шимахе в XIX веке. И уверен, что есть армянские источники, есть азербайджанские источники. Да. У нас один из классиков армянской литературы Александр Ширванзаде, уроженец этого города. Да. И вот можно при желании составить вот эту картину, что там было, как происходила коммуникация, найти даже в пословицах, в песнях какое-то такое отражение всего этого. То есть при желании это все есть, и на самом деле большая часть нашей истории, она не исследована, а то, что исследовано, это преимущественно в русле, которое мы отметили, да, конкуренции, борьбы и стремления доказать какие-то политизированные или национальные тезисы. Но вот развитие в этом направлении, оно, конечно, требует сотрудничества и серьезного доверия также между учеными, и политической определенной среды, да, без которой все это невозможно. Второй вопрос – это наличие проблемных тем армяно-азербайджанских. Лала говорила об общностях, о том, что есть сюжеты, которые объединяют. Но мне кажется, очень важно также смотреть на сюжеты, которые нас разъединяют, составить какие-то представления каждой из сторон об этом. Причем я не знаю, как это будет выглядеть конкретно, то есть это будет заниматься отдельно ученые, в том числе эксперты, и, то есть каков формат. Но мне кажется, нужно формировать вот эти свои собственные представления, потом попытаться их сравнить и найти какие-то мосты, да, между этими сюжетами, потому что обязательно в будущем придется касаться также всех болезненных сторон наших отношений. И это самая трудная, наверное, часть, и самая ответственная, и требующая наибольшей степени профессионализма, да, потому что именно вот в таких вопросах и проверяется профессионализм, и проходит испытание профессионализм. Очень легко соглашаться по каким-то легким темам, что там, о каких-то общих вещах, которые никого не особо затрагивают. Да? Но как только мы подходим к этому серьезному пласту, вот тут-то начинаются очень серьезные разногласия, конфликты. И важный очень этап армяно-азербайджанских будущих отношений – это суметь в спокойной, конструктивной и профессиональной атмосфере преодолеть этот конфликт, потому что именно от этого, мне кажется, будет зависеть качество армяно-азербайджанского диалога, если мы говорим о части истории политического наследия политического конфликта. Значит, если мы говорим об экспертах, то, как я уже отметил в начале, здесь, по-моему, легче все гораздо, потому что темы, которые есть, они актуально политические, да, они все-таки не настолько, мне кажется, сложные, не настолько завязаны с идентичностями населения двух стран, не настолько завязаны с политическими сюжетами.
То есть есть какие-то конкретные практические вопросы, по которым можно сформировать такой более легко, да, прийти к какому-то общему знаменателю. Здесь уже вопрос, как эти решения и эти представления будут влиять на политические решения. Ну вот примерно как-то так. Хорошо, спасибо. Спасибо, дорогие эксперты, дорогие коллеги, за участие в программе. Это была программа «Линия соприкосновения. Актуальная тема» на канале CivilNet с участием Лалы Джумаевой и Самвелом Алексатяном, которая подготовлена при взаимодействии с ереванским и бакинским пресс-клубами. Программа периодически выходит на каналах CivilNet и Пресс Клаб ТВ. Спасибо большое. До новых встреч.